Папа! Ты должен вернуться в прошлое! Куда? Спасать твою жену! Многие слышали о таком аниме, как Кланнад. Меньшее количество людей слышало о визуальной новелле на основе событий, которые оно было снято. Более того, не все из тех, кто знаком с оригиналом, сумели до конца разобраться во всех хитросплетениях сюжета, порожденных воспаленным сознанием наших азиатских товарищей. Чего уж тут говорить о тех несчастных, что видели только сериал. Итак, сегодня мы попытаемся пролить свет на этот вопрос. Какова же структура событий в визуальной новелле Кланнад? Для начала немного матчасти для тех, кто смутно понимает, что вообще из себя представляет понятие визуальная новелла. Визуальная новелла – жанр компьютерных игр, в котором история преподносится при помощи вывода на экран текста, изображений, а также звукового и музыкального сопровождения. Рут – результат разветвленной природы визуальной новеллы, часть сюжета обособленная от остальных и, как правило, ведущая на уникальную концовку. Автостори – часть истории, продолжающая Рут Нагисы. Перейдем к делу и рассмотрим последовательность событий. Сначала происходит история, идентичная увиденной нами в Руте Нагисы. Затем начинается то, что известно нам как автостори, в течение которой Нагиса погибает. Нагиса погибает, но оставляет после себя дочь Ушио. Та вскоре тоже погибнет, однако перед смертью успеет создать так называемый иллюзорный мир, измерение вне пространства-времени, в которое поместит собственное сознание и сознание Томы, своего отца. Затем происходит расщепление реальности на несколько временных линий на момент начала событий новеллы, 14 апреля. Сейчас, я покажу! Представь, что это ось времени. Если трагедия происходит в этой точке времени, значит, тебе нужно вернуться в момент, с которого все началось, а именно 14 апреля 2003 года. Ты должен предотвратить несчастье, пустив события в альтернативное русло. Описанный выше этап остается за кадром и непосредственно нам не демонстрируется, а вот последующие события мы уже имеем возможность наблюдать в новелле. Тома в разных рутах, то есть параллельных временных линиях, сближается с разными персонажами, делая их счастливыми и собирает так называемые огоньки света, катализатор для дальнейшего изменения реальности и спасения Нагисы, о чем сам, к слову, не ведает. Обсудим наш план действий. Нам нужно наладить канал передачи огоньков света, который ты будешь получать от счастливых людей. Чтобы спасти маму, нужно накопить достаточно энергии и передать ее в иллюзорный мир. Проверим на практике. Сделаем девочку счастливой. Готов? Внимание! Марш! Для той Миязавы это был будто совсем другой мир. Она наверняка была такой хрупкой и беззащитной. Если бы я только знал ее тогда. Я бы бросился к ней, чтобы быть рядом. Однако есть одна проблема. К моменту смерти Нагисы Тома не успевает собрать достаточное количество огоньков, а значит Нагисе вновь суждено умереть. Тем не менее, в промежутке между смертями жены и дочери ему удается добрать необходимое количество, и очередное расщепление временной линии происходит уже в точке смерти Ушио, где Тома использует накопившуюся энергию для коррекции реальности и исцеления жены с дочерью от их болезни. Системка настроена, огоньки подведены. Все, я в точке невозврата. Эй, не надо мне тут так шутить. Алло, меня семья ждет на той стороне реальности. На кой черт это все, если я их не спасу? Ну заводись же, собака! Офигеть! Так, все, не теряем времени, вперед! Долгие годы, что я бродил по мирам,
Многочисленные жизни, где я раз за разом становился чьим-нибудь счастьем. Теперь я знаю, что все это не зря. Я иду к вам, родные мои. Мы обязательно встретимся снова. Напоследок взглянем еще раз на ключевые моменты. Происходят события, идентичные событиям Рута Нагисы. Происходят события After Story и создание иллюзорного мира. Реальность расщепляется на моменте 14 апреля. Происходят события Рутов и сбор огоньков, но Нагиса все равно умирает. К моменту смерти Ушио энергии накапливается достаточно, происходит коррекция реальности. Мы не претендуем на конечное мнение в данной инстанции и будем рады услышать альтернативные точки зрения, если таковые имеются. Высказывайте ваши теории в комментариях, также не стесняйтесь задавать вопросы, если какие-то моменты остались неясными. С вами была команда ВНР. Удачи! Большое спасибо за просмотр. Оцените нашу работу лайком и, пожалуйста, оставьте комментарий. Так вы поможете нашему молодому проекту развиваться. Что за дерьмо?ヘノヘノカッパ呪いなんてヘノヘノカッパ呪いなんてヘノヘノカッパ